Всем привет! Меня зовут Виктория, и добро пожаловать на мой парфюмерный канал. За кадром сегодня Денис. Он решил вам сначала показать море. У нас сегодня тема про парфюмерные мечты, про мой виш-лист 2025 года. И я хочу начать с аромата, который у меня уже есть в Отливанте, но я вот его ношу последние несколько дней и понимаю, что Отливант заканчивается, и мне нужен флакон, и это, друзья мои, Италика от Ксерджов. Очень интересный аромат. Пирамида у него, сейчас я вам скажу, тут миндаль, молоко, шафран, карамель, бурбонская ваниль, сандал и белый мускус. Но как только я его нанесла, Денис, который сейчас за кадром, спасибо тебе, Денис, большое, что согласился снимать, он сказал, что пахнет корицей, яблоком. И правда, вот когда он сказал, я почувствовала, что в этом аромате есть такие ноты. Но в то же время тут есть молочность. Я вот сейчас нагревается, я нагреваюсь, кожа нагревается, я прям чувствую ноту молока. Но она правда сочетается вот с этими двумя нотами. И в аромате есть что-то алкогольное, хотя это не заявлено. Но сейчас я поняла, что это алкогольное, даже пересекается с Angel Share, вот с той самой нотой, да, корицы и яблока. И такого коньяка, виски, есть что-то такое. В общем, аромат красивый. Тут еще чувствуется миндаль. Миндаль такой с горчинкой. То, что называется цианидный, это правда в нем есть. Очень красивый, необычный аромат, но не для тех, кто любит какие-то более легкие, свежие ароматы. Этот все-таки сладкий. Он сладкий, но цианид придает горчинку. В общем, очень мне нужен. Я же не сказала, опять забыла. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я дублирую все видео. Если у вас замедлен YouTube, не получается смотреть, подписывайтесь. И там я рассказываю о котиках, о жизни в Испании и, конечно же, о парфюмерии, о новинках. Прям вот все сразу же туда. Намного оперативнее, конечно, чем здесь появляюсь. И не забываем про мой промокод на рандеву 10 Виктори. Он дает скидку на все 10%, суммируется со всеми акциями, скидками, которые уже есть на сайте. Мне очень нравится, конечно же, от Леванты на рандеву, чтобы попробовать, чтобы познакомиться с ароматом. Каких-то ароматов вообще достаточно только в Отливантах. Awake Acro. Это аромат про кофе, и пирамида очень похожа на пирамиду нового аромата Devotion от Dolce Gabbana, мужская версия, прям очень. Тут кофе, кардамон, ветивер, итальянский лимон. Там все стартует лимоном, потом кофе, ноты очень пересекаются, и ароматы, правда, похожи. Я давно искала аромат прям с такой яркой, однозначной нотой кофе, не капучинко, как в Сен-Лоран Black Opium, не какими-то оттенками, а прям не хотелось, чтобы таким горьким кофе все стартовало. И в этом аромате, правда, так и есть. И, что очень хорошо, он унисекс, поэтому Денис тоже может им пользоваться. Денис, кстати, любит ароматы с нотой кофе, но он, наверное, об этом не знает. Вот, в общем, аромат унисекс, и я люблю, когда аромат можно использовать вдвоем. Я это люблю. Так, про еще флакон. У меня, как вы, наверное, многие знаете, у меня есть Royal Musca от Микалев. Он заканчивается, и я решила заказать себе нектар. Я не знаю, у меня было флаконов 4, наверное, флакона было уже именно Royal Musca. Я решила попробовать нектар, потому что, хочется то же самое, но немножко новенькое. Пирамида вообще идентичная у двух ароматов. Роза, малина, персик, мускус, иланг-иланг, древесные ноты, мускус, бензоин. Вообще идентичные. Аромат абстрактный, он про чистоту, он мускусный, но мускус тут пушистый, он скорее пудровый, немножечко персиковый. Есть небольшой оттенок малины, но вот прям если знать и искать его, в принципе, это не ощущается как яркий фруктовый, ягодный аромат. Это именно ощущается, вот его часто сравнивают с дорогим
уходом каким-то для тела, уходовый крем или гель для душа нет. Вот этого аспекта я не чувствую, скорее крем, прям вот такой аромат дорогой, ухоженной женщины. Вот, в общем, очень классный. И говорят, что нектар, он более стойкий, он таким коконом сидит, но он менее диффузный, менее шлейфовый. Меня это, в принципе, устраивает. И есть две категории. Некоторые говорят, что парфюмерная вода классная, нектар фу, и другие говорят наоборот. Мне интересно, как мне зайдет. Так, друзья, мы сейчас пойдем немножечко с вами прогуляемся. Так, что у нас следующее? Следующее у нас... Мне очень часто писали про этот бренд. Это Айзенберг. Денис мне показывает, я должна куда-то идти. Куда идти? К морю, значит, идти надо. Это Айзенберг. И я наконец-то решилась заказать себе хоть что-то от этого бренда. Я читала про все ароматы, много отзывов. И меня привлек аромат, который называется Love Affair. Любовная связь. Но я решила заказать себе мужскую версию, потому что все пишут, что аромат не стойкий, что аромат очень тихий, а мужская версия это практически то же самое, пирамиды у них идентичны, но он более стойкий, более громкий, поэтому решила попробовать именно эту версию. И многие, кстати, сравнивают Love Affair с ароматом от Lacoste, Parfum, вот этот классический Parfum. Не знаю, напишите, как вам, если вы знаете этот аромат, похож или не похож. Следующий аромат, который мне очень-очень нужен, Vanille de Tahiti от Paris Monte-Carlo. На самом деле очень мало отзывов на этот аромат, и вообще я решила покупать такие ароматы, либо где-то находить, тестировать, заказывать пробники, но вот этот хочу прям вслепую. Ароматы, которые редкие, на которые не так много отзывов. Вот хочу в этом году таких ароматов себе. Здесь ноты чампака, иланг-иланг, ваниль, конечно же, сандал, амбра и мускус. И я во всех отзывах нашла много противоречий, потому что некоторые люди пишут, что это прям вот ваниль. Это прям ваниль ванильная, таитянская, очень редкая, очень привлекательный, сексуальный аромат. Прям это самая сексуальная ваниль в парфюмерии. Другие пишут, что это вообще цветочный аромат, они чувствуют там только цветы, и никакой ванили там вообще нет. Так где-то она в базе, где-то, я не знаю, оттенком. Но я сомневалась, брать ли мне этот аромат. Я уверена, что он не будет каким-то отталкивающим, не будет парфюмерным кошмаром, недоразумением. Я уверена, что он будет приятным, но единственное, что мне хочется, чтобы он был про ваниль. И я прочитала отдельно про таитянскую ваниль, что она сама по себе, правда, обладает цветочными оттенками. То есть вот этот вот стручок ванили, он правда сам немножко пахнет вот иланг-илангом, чампакой. То есть они просто воссоздали, Paris Monte-Carlo воссоздали вот этот аромат этой самой ванили. В общем, я решила, что у меня в коллекции должна быть таитянская ваниль. Вообще у меня сейчас период увлечения ванилью. Посмотрим. Еще, кстати, пишут, что он чем-то пересекается с Vanilla Sex от Tom Ford, и есть в нем какие-то индольные оттенки. Но вот если их немножечко, то и ладно. Напишите, кстати, если у вас есть этот аромат, как он вам. Следующий аромат. Fusion Sacré Clair Mage de Bicali. Я его тестировала, но очень давно. И помню, что он мне понравился, но я не помню, почему я его не купила. То ли он был дорогой, то ли все-таки меня что-то в нем смущало. И поэтому я все-таки решила заказать сначала от Levant, но вообще это претендент, он у меня очень давно висит в виш-листе. Тут просто кошмар, какая огромная пирамида. Но я вам ее зачитаю, я даже остановлюсь. Тут кофе, ревень, кориандр, черная смородина, клементин, бергамот. Вот на этом этапе люди говорят, что очень хорошо чувствуется ревень. Вот из всего, что заявлено, прям он яркий. Потом, значит, у нас идет тубероза гардения, хлеб, инжирный нектар, гвоздика,
апельсина, жасмин. И тут из-за этого люди говорят, что хорошо чувствуется тубероза с инжирным нектаром. И тут я думаю, ага, и значит это все с ревенем еще. Потом ваниль, канадская ель, толу, бальзам, бензоин, гелиотроп, мускус, пачули, кедр, серая амбра. И тут чувствуется канадская ель. И я думаю, господи, инжир с туберозой стартует ревенем, а потом еще и все это еловой, и с еловой базой. Но это, конечно, потрясающе. Я помню, что я его тестила, мне, конечно, я не помню, что все вот эти вот ноты чувствовала. Но, опять же, это было мельком, это было с другими ароматами. В общем, это очень интересно. Я обязательно поношу, но думаю, что все-таки я его куплю, потому что до сих пор, я много же парфюмов в жизни тестировала, но вот до сих пор у меня не выходит из памяти вот этот аромат. Так, давайте дальше пойдем. Это Амемуа от Корон. Очень часто о нем говорила Даша Феева. У нас с Дашей довольно-таки похожие вкусы, и поэтому я ей доверяю, и она просто в восторге от этого аромата. А еще, да, почему я его очень хочу и даже готова вслепую купить, потому что тут фиалка. А я обожаю фиалку, фиалковую пудру. И есть оттенок сигаретной бумаги из пачки из-под сигарет. Правильно я сказала? И мне этот оттенок нравится. Не прям, когда, да, вот дымность, вот этого я не люблю. Я люблю ноту табака, и вот этот вот оттенок вот этой бумаги, да, мне тоже очень нравится. В общем, судя по описанию Даши, это аромат на каждый день. Он не будет каким-то супер громким, сбивающим все на своем пути, но он вот такой вот нежный, он каждодневный, он необычный, да, за счет вот этой все-таки пудры и сигаретной ноты. Но он вполне носибельный хоть куда, хоть когда. И я это люблю в ароматах. Дальше у нас аромат Унуи от Jeroboam. У меня есть один аромат от Jeroboam, Госа. Мне очень нравится этот бренд. Я тестировала у них многие ароматы, в том числе и вот этот. И его на фрагрантике сравнивают с Самсарой, причем Самсарой старых выпусков. У меня есть новая Самсара, вот это вот в пчелках, в парфюмерной воде. И я, когда тестила этот аромат, я могу сказать, что что-то есть пересекающееся, но для меня это абсолютно другое. То есть я не думаю, что у меня будет Самсара этот аромат, и я буду думать, какой из них, когда они похожи. Нет, он все-таки правда более современно звучит. Здесь ананас, розовый перец, бергамот, анис, египетский жасмин, иланг-иланг, слива, австралийский сандал, белый мускус и пачули. Вот жасмин, сандал пересекаются. Верхние ноты, да, вот ананас, есть пересечение, правда, с Самсарой, но все-таки у меня почему-то нет впечатления, что это одинаковые ароматы. И все время о нем думала, вот с того первого затеста. Я даже когда потестила, я думала между Госа и этим, но нашла Госа по очень хорошей цене, и тогда Госа заказала. А сейчас все-таки решила этот тоже себе заказать. Он, вот что мне нравится в Jeroboam, они, в зависимости от того, сколько ты на себя нанесешь, он будет настолько громким. То есть, если 1-2 пшика, то он прям сидит близко к коже, да, он окутывает такой вуалью, ты чувствуешь его от себя. И точно так же вот этот Юнуэ от Jeroboam или Унуэ от Jeroboam, он точно так же вот сидит, он точно так же обволакивает, но при этом они очень-очень стойкие. И вот за счет того, что он, если не наносить много не будет, да, заполнять все пространство, тоже опять-таки довольно универсальный. Я вообще не очень люблю громкие ароматы, они настолько в реальной жизни неприменимы, стоят вот эти флаконы годами. Мне это не нравится. Так, друзья, следующий аромат — это Silver Mask от Носомато. Я на этот аромат тоже смотрю уже очень давно. Так, давай, телефон. Но пирамиду мне даже не нужно смотреть, потому что там всего одна нота. Угадайте, какая? Мускус. Конечно, Silver Mask — это мускус. Я его тестила, мне очень понравилось. Он, с одной стороны, довольно-таки
простой, да, ну, мускус только. С другой стороны, он окутывает какой-то вот такой невесомой дымкой, настолько неописуемой, но это так дорого звучит. Это похоже на какой-то тоже, опять же, уходовый крем, но это не амброксан, как в Eau de Parfum, например. Это не как в Royal Musk, что-то вот все-таки с оттенками фруктов. Нет, это вот прям очень необычно. И он, с одной стороны, холодный, этот мускус, с другой стороны, есть какие-то теплые оттенки. У меня закончился Eau de Parfum, но я хочу, чтобы у меня вот был такой аромат мускусный, вот чисто один мускус в коллекции. И я хочу его хочу. И он, в отличие от других каких-то шокирующих ароматов Носомато, он вот такой, опять же, универсальный, каждодневный. Я прихожу, ну, или это временное какое-то явление, к таким ароматам спокойным, на каждый день, но с какой-то вот изюминкой. То есть это должно звучать дорого, необычно, но, ну, чтобы не шокировало, да. Не так вот, когда некоторые ниши пытаются нас просто вогнать в ступор. Вот такие вот у меня сейчас предпочтения. Так, и еще два аромата, это две новинки от Нарцисса Родригес, Фохио, версия Intense. Здесь будет флакон, очень красивый флакон. Уже вышли первые отзывы на аромат, что там нет этого мускуса фирменного родригесовского. Это, конечно, немного жаль, но говорят, это аромат про персик и все-таки про мускус, а я очень люблю персиковые ароматы и мускусные. Поэтому я думаю, что мне нужна эта новинка. Ну, да, пока я не тестила, но вот я думаю, что он у меня появится в коллекции. И еще один аромат. У меня, кстати, есть про эти ароматы более подробный отзыв в предыдущем видео про все ароматы 2025 года, про новинки. Еще один аромат от Lancôme. У меня пока нет ни одного аромата Lancôme из линейки Tresor. Ну вот, хочу этот аромат. Там потрясающее, на мой взгляд, сочетание, особенно для люкса. Там ваниль, мед, роза и, внимание, уд. Но я уверена, что там не будет такого уда, например, как у Монталь, да. У Монталь, говорят, пирамида вот эта вот похожа на Arabian Tonka, но я вот на 100% уверена, что по звучанию они будут разные, потому что в Монталь все-таки уда достаточно. А Lancôme, уверена, сделает оттенком. Мне кажется, это будет такая, ну, с оттенками, наверное, розы немножечко, но все-таки это будет аромат про ваниль, но про такую темную, глубокую ваниль. В общем, я жду. Мне кажется, что у меня наконец-то появится хотя бы один Tresor. Вот, так. Все, по-моему, я все сказала. По-моему, я все рассказала, что я хочу. Сейчас проверю. Секундочку. Так. Еще один аромат, который, ну, вот это вот прям под вопросом. Sonic Flower Rom 1015. Я давно смотрю на этот бренд, и мне что-то от него хочется. И тут аромат пудровый, мускусный, и мне кажется, что это опять же вот эта вот моя тема, но я боюсь его заказывать вслепую, потому что я вообще один раз только тестила ароматы этого бренда, и вот этот вот тоже я тестила, и очень плохо помню, очень плохо. Но мне интересно его попробовать. Наверное, все-таки я начну с Atливанта. Не знаю, если где-то встречу его по хорошей цене, могу, конечно, психануть и заказать вслепую. Я так делаю. Ну, судя по отзывам, что это аромат такой, опять же, повседневный, спокойный, нежный, легкий. Не думаю, что он чем-то может оттолкнуть. Ну, в общем, пока не знаю. Напишите, если вы знакомы с этим ароматом, если он у вас есть, как он вам, можно ли его вслепую заказывать, или все-таки есть там какие-то нюансы, которые противопоказаны для покупки вслепую. Так, друзья мои, Денис, друзья мои, все, я вам рассказала. Так, мне надо куда-то перейти. На море? Давай вот отсюда, там хоть солнце есть. Друзья мои, вот такой вот у меня на начало года парфюмерный виш-лист.
Я думаю, что он, конечно же, еще пополнится значительно, и еще будут эти видео. Мне очень интересно, что хотите вы, какие у вас остались еще не реализованные желания с того года, какие новые появились. Пишите обязательно в комментариях. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. И не забывайте про мой промокод в рандеву 10 Victory. Спасибо, что провели это время со мной, даже с нами. Спасибо, Денис. Я всем вам желаю хорошего настроения. Обязательно будьте счастливы. Целую, обнимаю. Всем пока-пока.